Приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». Этого ангелочка для своей ангельской коллекции я решила вязать, начиная с головы. Покажу также, как его крахмалить. Ангелочек получился легкий, воздушный, совсем невесомый. Понравилась моя идея? Вяжите вместе со мной. А если вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Следующего ангелочка своей коллекции я решила начать вязать с головы. То есть я вяжу волшебное кольцо амигуруми и 6 петель в это кольцо. Раз, два, три, 4, 5 и 6. И затягиваю это кольцо. То есть я сейчас начну вязать голову техники амигуруми. Теперь вяжем второй ряд. Я делаю во втором ряду в каждую петлю 2 столбика без накида. То есть я делаю прибавку в каждую петлю здесь. Раз, два. Следующую петельку тоже 2. И так весь ряд. В конце ряда у нас получится 12 петель. Вязать дальше я буду по спирали, поэтому я отмечаю начало ряда, чтобы знать, где мне заканчивать ряд, а где начинать. Но продолжаю дальше вязать по спирали. В следующем ряду я делаю прибавку в каждую вторую петлю. То есть я первую петельку провязываю без прибавки, а во вторую делаю прибавку. Раз и два. Первую петельку без прибавки и во вторую делаю прибавку. То есть в этом ряду у нас уже получится 18 столбиков. В следующем ряду я делаю прибавки в каждую третью петлю. То есть я 2 петли вяжу без прибавки. Раз. Следующую тоже только одну. И в третью петельку делаю прибавку. Раз и 2. 2 без прибавки и прибавку. В конце ряда у нас получится 24 петли. В пятом ряду прибавка идет уже в каждую четвертую петлю. То есть я 3 вяжу без прибавки. Раз. Два, 3 и четвертую прибавку. Раз и 2 вместе. 3 без прибавки и прибавку. В конце ряда у нас получится 30 петель. И теперь делаем последний ряд прибавки. То есть здесь я делаю прибавку в каждую пятую петлю. Я вяжу 4 петли без прибавки. Раз, два, 3 и 4. Без прибавки. И в пятую делаю прибавку. Раз и 2. 4 без прибавки и в пятую прибавку. То есть в конце ряда у нас получится 36 петель. Я связала все прибавления, и теперь я буду вязать 5 рядов без прибавки.
То есть, начиная отсюда, следующие 5 рядов с 7 по 11 я вяжу просто по прямой. Я уже не задумываясь, не считаю, у меня отмечено начало рядов, и я просто провязываю 5 рядов. Я связала 5 рядов по прямой, без прибавлений и убавлений. И теперь я начинаю убавки. В 12 ряду я делаю убавку, каждую 5-ю и 6-ю петлю я вяжу вместе. То есть я 4 петли вяжу без убавки. Раз, два, три, 4. И 5-ю и 6-ю вяжу вместе. Я вяжу таким образом, чтобы это снаружи не было заметно, этих убавок. То есть я вяжу особым методом. Раз, два, три, 4. И 5-ю и 6-ю вместе я поддеваю переднюю часть петли 5-й и 6-й и провязываю их вместе. Все, таким образом у нас практически незаметны эти убавки. В следующем ряду мы вяжем вместе каждый 4-й и 5-й столбик. То есть я вяжу 3 столбика без накида, без убавки, 2, 3. И 4-й и 5-й вяжу вместе. 3 без убавки и 4-й, 5-й вместе. В следующем ряду вяжу каждый 3-й и 4-й столбик вместе, то есть 2 вяжу без убавки и 3-й и 4-й вместе. Две без убавки. Раз и два. И 3-й и 4-й вместе. В этом ряду у нас уже останется 18 столбиков. Вот видите, головка закругляется потихоньку. В следующем ряду мы вяжем вместе каждый 2-й и 3-й столбик. То есть я один столбик вяжу без убавки и 2-й и 3-й вместе. И в конце ряда у нас останется всего 12 петелек без убавки. И следующие 2 вместе. Я провязала этот ряд, у нас осталось в конце 12 петель. И теперь я начинаю набивать ватой нашу голову. Пока у нас отверстие не стало совсем маленьким, я начинаю его набивать. Набить надо довольно туго. Уже потом, когда мы уже провяжем всего ангелочка, будет сложно туда попасть в голову. В следующем ряду я делаю убавку в каждую 2-ю петлю. И в конце ряда у меня должно остаться 9 петель. Из 9 петель я потом буду вязать шею. То есть я здесь вяжу
То есть я здесь вяжу одну петельку без убавки. Уже тяжело здесь немножко вязать. Без убавки. И во вторую и третью делаю убавку. В конце ряда остается 9 петелек. Теперь я начинаю вывязывать шею. То есть я вяжу просто 2 ряда по прямой, без прибавок и убавок. В каждом ряду у нас будет 9 петелек. Таким образом у нас образуется шея, с которой мы потом начнем вязать туловище сразу. В конце второго ряда шеи я делаю убавку, потому что мне потом необходимо будет 8 петель. Я делаю последнюю убавку. И теперь у меня получилось 8 петель. Отсюда я начинаю первый ряд лифа. И вяжу его таким образом. То есть я делаю в каждую петлю прибавку. То есть у меня получается 2 петли, 2 столбика в каждую петельку. Раз, два. Следующую петельку тоже. То есть в конце ряда у нас получается 16 столбиков без накида. Раз, и туда же 2. То есть до сих пор я вязала по спирали ряды. И теперь я буду вязать уже не по спирали, а каждый ряд буду начинать с 2 воздушных петель. Но для этого мне нужно закончить этот ряд, и я делаю просто соединительную петельку в следующую петлю. Все, у меня получилось, как бы они соединились. Теперь следующий ряд я начинаю таким образом. Я делаю 2 воздушные петли для подъема. И сразу же в эту же петельку делаю столбик с накидом. Затем в следующий столбик также я делаю прибавку. То есть я делаю туда 2 столбика с накидом. Раз и 2. Следующий столбик опять 2 столбика. И так весь ряд. То есть я в каждую петлю делаю прибавку столбиками с накидом уже. В конце этого ряда у меня получится 32 петли. Довязываю этот ряд до конца. То есть я здесь делаю вторую петельку в ту же самую петлю и соединяю с первыми петлями воздушными для подъема. Все. Этот ряд мы закончили. То есть у нас начался лиф.